Доброй ночи, господа. Меня зовут Хельга. Сегодня мы сделаем представление, кто и что я такое, потому что некоторые вопросы повторяются довольно часто на разных стримах. Я думаю, нужно сделать отправной пункт, который вам поможет уложить некоторые моменты в голове. Базовые знания. Моя раса– высший суккуб, по крайней мере, я так считаю. Однако некоторые вещи в моей жизни говорят, что я не являюсь обычным суккубом. Я перерождалась около 3 раз и помню, как существовала в разных вселенных. Таким образом, я проживаю четвертую жизнь. Сразу отвечу на вопрос в моем дискорде. Нет, я не помню все чисто и ясно. Я помню прошлые жизни лишь отрывками, где-то больше, где-то меньше. Первую мою жизнь я почти не помню, у меня 2 или 3 воспоминаний из нее. Вторую жизнь я прожила травницей ведьмой в лесу среди народа, напоминающих, как бы вы выразились, викингов-северян. Это был мир крайне наполненный магией и волшебными существами, поэтому я так уверена, что это не тот мир, в котором я живу сейчас. Третью жизнь я помню почти идеально, потому что я прожила ее всего 12 лет, в теле паренька из деревеньки, примерно в средние века. Четвертая жизнь идет сейчас. А также я была в аду всего 2 раза и никогда там не рождалась, так что это делает меня существом не из ада. Каждый раз, когда я рождалась человеком и со временем обретала одни и те же черты суккуба. Так что я предполагаю, что со временем или по каким-то еще причинам мое тело возвращается по способностям и внешнему виду, как я была в первой жизни. Также, по моим воспоминаниям, мне больше 2001 года. Но эта цифра сделана ради того, чтобы было удобнее считать. А теперь ответим на вопросы. Большинство из них были написаны Фаером, за что ему спасибо. Так как бегать по стримам Дискорду оказалось той еще задачкой. Всего-то надо было смутиться ситуации на стриме. Почему твои уши именно такие, как у тебя оказались серьги на ухе, когда ты надела чокер, и атрибут ли это и только жизни? Сережки на них иллюзия на ушах, имеется в виду, естественно. И почему у тебя волосы рыжие? Или почему большинство ютуберов большие глаза? Или почему у лисы уши лисьи? Так как бы работает генетика. Как я и сказала выше, уши у меня вернулись после какого-то времени. Такой они формы, потому что в прошлой жизни они были такими же направленными вниз. Также я на них надеваю часто кафы, серьги, но иногда они бывают лишь иллюзией, потому что у меня немного денег на покупку настоящих вещей. А иногда вообще я не могу использовать иллюзии, потому что устаю после магической практики. Когда суккубизация пройдет, человеческие черты исчезнут, ты станешь просто суккубом или как? Я так понимаю, ты хотела спросить, вернусь ли я полностью как была, или останутся какие-то либо черты моей человеческой сущности. Думаю, мне нужно объяснить с помощью биологии. А знаешь, бывают доминантные и рецессивные гены. Представь, что прошлая жизнь– это доминантный ген, который стоит рядом с рецессивным геном этой жизни. Например, при наследовании цвета кожи других существ из полностью фиолетовый доминантный и рецессивный красный, к примеру. Доминантная может выпасть в большом проценте, так около 45%, естественно. А 20% может выпасть красная, а между ними еще идет смешение 35%. Нужно смотреть, какая еще наследственность будет, потому что есть разные типы наследственности. Но переходя к моему вопросу, ответом будет: что-то смешается, что-то станет доминантным. К сожалению, наши технологии еще не дошли до полного предсказания наследственности и работы некоторых генов. В моем же случае это все намного усложняется. Когда начали расти, продолжают ли это делать, нужно ли их оттачивать, вырастают ли они из черепа, ими можно обороняться, могут ли они менять цвет, из чего они состоят. А также твои рога могут отрасти, если их случайно оторвать и повредить в процессе. В этой жизни они начали расти, когда я ходила в 6 класс человеческой школы. Как и все рога, они растут из черепа. В последнее время я начала их подтачивать ради ровной формы. Цвет сами они не меняют, но я могу изменить это с помощью иллюзии. Я могу восстановить рога при помощи магии, если они повредятся. Ну или суперклей, конечно же. Отверстие. Откуда, почему из него не течет кровь? В зависимости от чего оно расширяется или сужается. Плохо ли тебе от этого?
Что будет, если засунуть туда руку? Какой-нибудь предмет? Нет ли там иллюзии какого-нибудь типа расширенного пространства? Глаза, что за жидкость течет из них? Когда она делает? Из чего состоит? Какая функция этого? Оно тебе мешает? Из отверстий течет та же жидкость, что и из глаз. Из глаза течет каждый день, а вот из груди не часто, только периодически. Почему я так и не поняла, но думаю, из-за плохих. Как бы это ни казалось, я пыталась заснять с телефона, что мне происходит внутри, но там очень темно и фонарик не помогает. Также там что-то типа бесконечного пространства, как ты и сказал. Часто отверстие может становиться больше, но она возвращается в обычные размеры и никогда не зарастает. Что за жидкость, я тоже понятия пока что не имею, но имеет вкус железа, металла, крови. Где-то так, да. Всего в прошлых жизнях, как выглядела, с кем водила, значимые события и прочее. Я прожила больше 2000 лет, у меня даже с плохой памятью не получится рассказать все, что я помню. Серьезно. Даже эту жизнь я не смогу рассказать. Твои родители. Кто и как к тебе относились? Когда ты с ними виделась последний раз, поддерживаете ли связь? Любимые воспоминания с ними, самые грустные моменты, есть ли сестры-братья? В первых 2 жизнях я не помню, кто были мои родители и были ли они вообще. Третий помню, но лучше бы забыла. А сейчас у меня есть папа человек, и мама вроде тоже человек, но иногда у меня появляются вопросы. Также у меня есть старший брат, который является очень близким мне человеком. Мой отец не догадывается, что я не человек, а с мамой мы как раз решали, куда мне поступить. И выбирали магический университет, который будет давать еще человеческую профессию, помимо других знаний магического мира. Какого размера грудь? Можешь ли ты ее сделать больше или меньше? Первого размера. Я могу менять свое тело и внешность с помощью магии 2 способами. Если не вдаваться в тему превращения, то либо я накладываю иллюзию, либо меняю само тело. Но это очень больно и неудобно. Откуда печать на лобке, кажется, кто-то оставил, когда это произошло? Можно ли ее стереть, магией? Это одна из причин, почему я думаю, что я суккуб. Появилась сама, стереть нельзя. Твои руки и ноги цвета космоса, когда они стали такими, из-за чего, как долго они с такими становились, изменился ли материал рук, меняется ли размер этой области, если да, то в зависимости от чего. Мои руки начали меняться также в 6 классе, когда и начали расти рога. Раньше этой областью были покрыты только пальцы, кончики, потом больше и больше. Теперь и доходят до локтя. Отчего я предполагаю, что это у меня возвращается прошлое тело. Размер, как бы сказать, размер только растет. Изменился ли материал? Я думаю, что да. Они всегда холодные, и они чувствуются по-другому, нежели мое тело. Скорее всего, их молекулы или что-то наподобие изменилось, и, естественно, они напоминают мне что-то типа эфирных? Эфира? Да, что-то из этого. На чем основана твоя магия? Каковы условия ее применения? Что даешь взамен на использование ей? Каковы ее масштабы? Какова зависимость отдачи от размеров или силы магии? Хороший вопрос. Постараюсь ответить кратко, но и у меня явно не получится. Я могу использовать разную магию, менять источники энергии или как ведьма делать заготовленные заклинания. Я могу брать из внешнего мира, как принято называть у людей, ману, и проводить ее через себя. Но также я могу черпать энергию из себя, как суккуб. Я могу также из других. Так как мое тело еще не полностью поменялось, мои способности крайне ограничены. Это как воду проводить через трубочку, или через трубы, или через водопроводную станцию. Разница-то большая. Банально сильное заклинание ты не сможешь провести через низкоуровневую магическую палочку. Так же, как и старые ведьмы, я могу отдавать что-то взамен для создания чего-либо, потому что энергии молекулам нужно откуда-то браться. Сейчас, сравнивая эту и вторую жизнь, я понимаю, что мне многому можно научиться. Многое нужно в себе развить. Я помню заклинания, но не могу их так вольно использовать, потому что мое тело еще не готово к этому. Каковы твои знания, чему училась и где, у кого?
Моих знаний из прошлого хватает, чтобы неплохо держаться в магическом университете. Однако обычных новых человеческих знаний мне не хватает, и я испытываю небольшие сложности. Однако у меня есть неплохой куратор, который готов мне помочь. Но временами я чувствую, что мне не хватает чего-то наподобие духовного наставника, которому я могу доверять. Были у тебя отношения, как долго продлились, сколько раз это было, самые приятные воспоминания? Чем это все заканчивалось? Интересное полное описание партнеров, физическое и духовное. Я не помню партнеров особо из прошлой жизни, но в этой жизни у меня было 3 партнера, с которыми я строила совместные планы на будущее. Это не самые приятные воспоминания теперь, они омрачились, поэтому мы идем дальше. Тут я ставлю вопрос, но читать его не буду. Такие вопросы приемлемы, сугубо, понимаю, но прошу не забывай, что я также являюсь личностью со своим личным пространством, и я знавала суккубов, которые за такие вопросы были готовы. Или тех, кто трезвонил об этом на каждом углу, даже если им не задавали эти вопросы. Могу ответить на некоторые из них. Я никогда не продавала свое тело и всегда приходила во сны или была с теми, кто мне действительно нравился. Потому что если вы испытываете взаимность, можно получить больше удовольствия и энергии. Я не знаю, как YouTube относится к словам, так что текст — это взаимность и доверие. Вы доверяете в тексте не только свое тело, но и часть души, также часть энергии. А также я всегда стараюсь подбирать партнеров, которых я не убью, вытягивая из них энергию. Являясь пансексуалом, мне не важен ваш пол, ваш внешний вид, ваша раса. Мне важен лишь ваш внутренний мир. Остальное многое касается не только моего опыта, но и моих партнеров, поэтому я предпочту промолчать. Следующий вопрос. Конечно же, буду из повести о конце света. Но на самом деле, да, я испытываю в этом потребность. Также у меня еще частично все-таки физическое тело. Были ли охотники или недруги, конкуренты, одиночка или входишь в какую-либо социальную формацию, с кем общаешься, как попало туда, если или были друзья? Вхожу в социальную формацию ютуберов. Были ли остаются друзья? Ну да, как бы они всегда были и всегда остаются. Недругов я не нажила себе, но в прошлой жизни были охотники за ведьмами, колдунами. Также еще раньше были просто глупцы, которые бросали мне вызов в моем лесу. Твои самые плохие поступки, самые хорошие, чем ты могла запомниться народу, твои плохие и хорошие качества. Я эгоистка и стараюсь делать, что хочу и когда хочу. Но я не честная, чтобы забывать о тех, кто мне дорог. Все же мне приятно делать что-то приятное другим. Как бы, какой бы тавтологии это ни было. Я довольно чувствительна к эмоциям, поэтому я стараюсь, чтобы другим людям, именно близким мне, было хорошо. Стараюсь поступать по честности и делать вещи, чтобы мне потом не жалеть, что я не попыталась ничего сделать из этого. Самое плохое во мне — это неумение справляться сама с собой, отчего я довольно часто нахожусь в уставшем и полуленивом, полуубитом состоянии. Если у тебя дом, как он выглядит, как ты и чем питаешься? Если выход переработанной еды, как устроен твой пищевой тракт? Я живу сейчас в университетской общаге. Я могу есть человеческую еду, и процессы переваривания такие же, как у человека. Но мне потребуется ее намного меньше, и я намного меньше ей напитываюсь. В основном я могу поглощать кровь, слюну, эмоции, ауру, энергию, часть души существа, чтобы восполнить силы. Но я не испытываю большой потребности в этом, если не использую много магических. Любимая музыка, любимое хобби, странности в поведении относительности других суккубов, встречала ли их ты? Я меломан, но чаще слушаю фолк, рок-фолк. Люблю рисовать, играть, читать мангу. В последнее время мне нравится медитация. Естественно, я встречала других суккубов. Также одной моей сильной способностью является, что я могу превращать при помощи ритуала других существ в суккубов. Как временно, так и навсегда. У меня есть подопечные в разных мирах. Одной я спасла жизнь после аварии. Если бы она не превратилась, то, скорее всего, бы умерла.
Естественно, я не могу пока создать суккубов, подобных мне, но я могу сделать их рангом ниже, чем мой. Какой твой быт? Есть работа. Я студент магического университета, могу подрабатывать художником или ведьмовством. Если у тебя табу, какие фетиши какие? Фетишей много, в основном чулки, очки, чокер, довольные взрослые люди или существа, а также роботы. Я просто обожаю роботов. Табу, я думаю, у меня нет, но у меня есть некоторые вещи, которые я ни за что бы не сделала. Есть беды с башкой, с телом. Магия способна излечить это. И с башкой, и с телом. Магия способна вылечить только части этого или сделать это менее болезненным. Но в основном нужно проходить нормальное лечение. Тем более не справляться же мне в одного. Пусть врачи помогут мне. Хотя бы с определением диагноза и справками. Если вы чувствуете себя больным, обязательно нужно обращаться к врачу. Потому что если вы будете что-то лечить, не факт, что вы вылечитесь. Потому что вы сами не знаете, какой у вас диагноз. Да, врачи могут ошибаться, но в большинстве случаев, если вы походите в больницу, это действительно вам поможет. Вот и все, мои хорошие. Спасибо за просмотр. Пока я дорисовываю, я хочу вам сказать одну вещь. Если вам показался мой голос каким-то ненастоящим в какие-то моменты, или мой голос показался каким-то слишком заумным, или что-то подобное, я скажу так, я стараюсь очень говорить правильно, не запинаться прямо как сейчас, и стараюсь формулировать мысли правильно. Поэтому я потратила на эту запись довольно много времени, и чтобы вам было, естественно, понятно, что я там бормочу, потому что я могу щёкать, щебечать и всякое подобное, вот. Так что спасибо за терпение, спасибо за просмотр, подписывайтесь, и также ставьте лайки и всякое такое. Давайте, до свидания.